Приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Сегодня короткое видео, в котором я покажу, как мы с трейдерами находим один хороший трейд. Что значит один хороший трейд? И многие думают, что внутридневной трейдинг, когда мы работаем на минутках, 5 минутках, это скальпинг, это когда ты заходишь, выходишь, заходишь, выходишь, заходишь, выходишь. Я гарантирую, что при таком стиле вы никогда не будете делать деньги. Но внутридневная торговля может быть очень прибыльной, если находить один хороший сигнал, один хороший трейд. И сегодня покажу, как мы это делаем с трейдерами по правилам системы на примере вчерашней пятничной сделки по золоту. Причем она появилась довольно поздно, в половине шестого. Я начинаю торговать с 4 примерно по Москве. Вчера еще были новости, мы видим вот здесь волатильность. И потом мы видим, рынок замерз, ничего. И вот здесь, сейчас мы порисуем, и я вам все расскажу, все покажу. И мы стараемся с трейдерами как раз фокусироваться на одной, максимум 2 сделках. И если это не значит, что именно вот если мы так фокусируемся, каждая сделка, прибыльная, это значит, что если цена пойдет в нашу сторону, мы, скорее всего, получим несколько шансов, чтобы прибавить. То есть мы заходим одной, скажем, позиции, потом наращиваем, потом еще наращиваем. Таким образом, вы с одной сделки, с одного сигнала, если цена идет в вашу сторону, берете максимум и не играйте в заранее проигранную игру. Зашел, вышел, зашел, вышел, зашел, вышел, зашел, вышел, зашел, вышел. То есть, когда вы зашли, чуть взяли вот с рынка и вышли сразу. Еще раз говорю, это не работает. Поэтому мы фокусируемся на ситуации одной или 2 в течение сессии, в течение 1,5-2 часов, откуда может прийти большое движение, где может произойти слом, или где группа покупателей и продавцов перехватывает инициативу. Вот эти поворотные точки, вот что я хотел сказать, поворотные точки, когда меняется баланс, дисбаланс происходит, меняется баланс спроса и предложения. И могут трейдеры использовать разные критерии, разные подходы, вообще не важно. Мы используем систему кластер трейдер, мы используем другие наши разработки, чтобы такие точки находить. Если мы посмотрим вот здесь, вы увидите, что рынок, вот где у меня был вход, первый sell, вот в этой зоне, первая продажа возникла. Давайте разберем почему, потому что отсюда все пошло дальше. В первую очередь, прежде чем торговать вот этот сигнал на sell, хотя вам кажется, Аркадий, это же твой buy сигнал, но если вы участник закрытого чата, если вы обучаетесь, вы знаете, что в таких условиях это либо отсутствие сигнала, либо поиск точки входа на sell, как одна из ситуаций. Если мы посмотрим на картину в целом пятничного дня золота, мы видим, что рынок направлен вниз. То есть это очень важно, когда мы торгуем этот сигнал. То есть куда направлено движение, преимущественно вниз. Отлично. Затем мы видим, что рынок перед вот этим входом сделал пару новых максимумов. Цена начала расти. Вот посмотрите, здесь новый максимум, коррекция, новый максимум, рынок подрос и подошел к структуре слева. Мы видим здесь кучу зон. Поддержка, 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 поддержка. Такой кластер, То есть она вошла сюда, в этой зоне. Крутится, Здесь нет сигналов никаких, мы ничего не видим, просто рынок дошел. И нередко бывает так, что рынок может спокойно дальше пойти наверх. Поэтому здесь мы ждем подтверждения. Рынок сделал новый минимум. И вот это, скажем так, ответ на вопрос, почему я принял решение. То есть новый минимум – это будет сила сигнала номер 1, первое условие. Затем второе условие, пошагово рассказываю схему, мы хотим увидеть TC buy сигнал, если новый минимум ассоциации, новый минимум TC buy, новый минимум TC buy, если новый максимум TC sell. Еще раз, этот сигнал не то, что мы его торгуем, TC sell, вот, например, здесь продажа, да, это круто, но мы его еще торгуем как сигнал дисбаланса, то есть сигнал, который определяет, куда может качнуться рынок, И когда я увидел TC buy, после этого, давайте посмотрим поближе, причем здесь интересно, что вот так. Когда я увидел TC buy, если
пробой этого сигнала происходит на второй, третий, либо четвертой свече, то есть практически сразу от Medium CC Buy, видите, следующая свеча тут же телом перебила пачку. Раз, два, три, четыре, 5 свечей подряд мы пересекли минимум вот на этом баре. Что здесь такого? Ничего, мы где-то во флете, хрен знает. Но еще раз, когда вы торгуете мало, вы более сфокусированы, вы можете читать между свечей, между строк, видеть информацию. Когда вы торгуете много, вы постоянно заняты каким-то анализом, увлечены каким-то ожиданием того, что будет. И гораздо меньше способны замечать вот эти изменения. На ранней стадии меня не интересует, когда рынок уже вот здесь обвалился, кажется, тренд все вниз, надо селить. Это поздно, мне надо как можно раньше. Понимаете, да? Поэтому не увлекайтесь анализом или торговлей активно, потому что так тогда ваша голова всегда занята. Здесь надо взять профит, здесь надо так, вдруг пойдет так. То есть вы постоянно находитесь в делании каком-то, в работе. Надо выйти вам из этого состояния, тогда вы начнете делать деньги, потому что тогда вы сможете видеть ситуации, откуда приходят большие движения. И вовремя на них реагировать. Мало увидеть, надо же еще среагировать. Я не говорю, что я всегда реагирую, иногда я пропускаю по разным причинам. Вот с трейдером в закрытом чате я пару сигналов пропустил таким образом, но ничего страшного. Зато в пятницу мне удалось забрать хороший профит, но мы сейчас к этому подойдем. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть вам нужно снизить активность, вовлеченность вот в эти события. Там пошло вверх-вниз, вверх-вниз, вверх, колебаний. В сторону отошли и смотрите, фокусируйтесь на точках дисбаланса. Еще раз, над этим надо работать, чтобы их уметь находить. Так вот, здесь мы пробили, и рынок стал чуть опускаться, сразу sell. Вот здесь я захожу, открываю сделку на продажу. Очень важно правильно ставить стопы. Мы не можем поставить стоп короткий. Это неправильно. Мы ставим стоп, видите, линии волатильности, точки черные. Это одно из лучших мест, где можно защитить свою позицию. Стоп здесь, да, от первой продажи. Супер. Здесь продал, но одной позиции. То есть не агрессивно. Почему? Потому что рынок не обязан пойти в мою сторону. Более того, я знаю, что первая коррекция, внимание, вот это такие знания трейдера, которые вы сами можете наработать, да, либо опять-таки с помощью моих систем, либо с помощью ваших каких-то навыков, разработок, я не знаю, там где-то вы еще взяли это. То есть какие-то закономерности, которые, скажем так, являются триггером к решению. И вот они твердые такие, то есть они отрабатываются, они работают. И я знаю, что нередко будет так, что после того, как мы пробили вот эту полку TC Buy сигнал, еще раз, это сигнал DB, дисбаланса, не только что buy sell сигнал, как стрелки, да, там buy sell, это слишком глупо. Не менее эффективно он работает как средство поиска точки, где может произойти большое движение. И вот здесь рынок пробивает, захожу на sell одной позиции, я знаю, что после этого нередко следует коррекция. Рынок корректируется. Если мы посмотрим с вами внимательно, цена начала корректироваться. И посмотрите здесь. 1, 2, 3, 4. Видите? 4 максимума. И на следующей свече, после вот этого максимума, цена пробила всю эту полку. Кстати, 1, 2, 3. Еще здесь, видите, свечи неопределенности, дожики. То есть это все в совокупности. Вот на этом отрезке. Понимаете? Здесь я попробовал зайти. Здесь я получил подтверждение, что движение может пойти. Хотя мы, если вот так посмотрим, ну что здесь? Здесь же ничего нет. Но все лучшие сигналы. Никогда уже они произошли, эти движения, никогда уже там, тренд, вот здесь понятно, что надо селить. Поздно. Я здесь могу заработать деньги, но я возьму чуть-чуть совсем. Понимаете, в чем разница? Что вы можете торговать по тренду, вы можете, в принципе, вот так тут заработать легко. Но в масштабе это будет мало, потому что потом, если будут там какие-то у вас лоссы, вы просядете очень быстро. То есть вам нужен большой профит, большие профиты. И для этого достаточно 1-2 сделок за сессию, за 1,5 часа. Более чем. Бывает, конечно, там 3-4 сделки, но я говорю, одной хорошей сделки зашел и поехал. Все. Так вот, здесь sell снова, да, после того, как эта свеча закрылась, мы видим 1, 2, 3, 4 сразу пробили, это один из паттернов, который мы можем использовать.
sell, но пока ничего не происходит. Рынок топчется, еще здесь уровень, казалось бы, но уровень в этой ситуации мало что значит на самом деле. Топчется рынок, топчется. Ну, я уже такой думаю, ну, все, скоро буду выходить, потому что я, на самом деле, не такой терпеливый трейдер. Я чуть сижу, если долго цена стоит, я закрываю позицию. Вот. И вдруг рынок пробил, посмотрите, что произошло. Вот это как раз самое веское подтверждение того, что моя идея здесь тотально, абсолютно верна. В этой области я еще не знаю, насколько она верна, и можно ли там оттуда что-то заработать. Но вот здесь рынок подтверждает это. Мои стопы, они неизменно здесь пока. Рынок пробивает, кстати, тренд-фильтр стал красный, пробили уровень, сразу несколько единиц информации. Я понимаю, что начинается, да, событие, хотя для золота уже 18 часов, ну, не рано. И после того, как цена пробила, посмотрите на это, опять очередное событие. Посмотрите, пробили вот на этом баре, видите, большая черная свеча. 1, 2, 3, 4. На 5-й свече появилась опять TC Buy. Что мы будем делать? Конечно, искать продажи. Здесь еще идеальные условия. Почему? Потому что мы пробили 30-минутный уровень. Вот этот уровень, прямоугольник, это М30 с 30-минутным автоматом строит. То есть я нахожусь на М1. Да, я всегда торгую на минутке, но использую информацию со старших. Тренд-фильтр с М15, уровни с М30. Таким образом я получаю комплексную информацию на своем рабочем графике. Поэтому, когда меня спрашивают, я еще только на минутку, на другие не смотрите? Смотрю, только будучи на минутке. Я оттуда беру информацию и принимаю решение. Угу. И когда появился TC Buy, абсолютно стало однозначно, что идея верна, потому что вероятность вот здесь, она значительно выше даже, чем вот здесь. Здесь, скажем так, зарождение. Да? Нет еще такой вот, в плане визуальной уверенности, когда ты зашел и пошло, да? Не пошло же сразу. И не всегда так бывает, но, еще раз, тенденции, закономерности, да, которые мы отслеживаем, и это одна из таких. И затем, когда рынок пробил вот эту полку, да, если возьмем горизонтальную линию, вот сюда поставим, то есть мы сила сигнал номер 1, да, я сейчас буду прям по схеме говорить, по правилам. Пробой уровня, сила сигнал номер 1, TC Buy, сила сигнал номер 2, пробой минимума TC, сила сигнал номер 3, кластер 3, sell. Кластер 3 sell плюс тренд-фильтр. Угу. Вот здесь мы пробиваем, посмотрите, опять эта свеча пробивает всю эту полку, и посмотрите, как она закрывается, тоже можно добавить к анализу, но не обязательно. Да. Здесь sell. Причем это первый пробойный сигнал после того, как тренд-фильтр стал красный, и еще наращиваем позицию. То есть исходник здесь, наращивание 2, и когда мы уже в профите, наращивание 3, и мы видим, что я стал поэтапно выходить. Здесь вышел, потом здесь вышел, и остаток по трейлинг-стопу я вышел здесь, и мы видим, что это был практически минимум, да, вот этого всего движения. И казалось бы, Аркадий, но здесь же не такое огромное движение. Начиная вот отсюда, это 1860, да, где-то 1859 до 1851, ну, 80 пунктов, 70 пунктов. Но у меня 3 контракта, скажем, если это 1%, да, в одной сделке, это 3%, да, 3%, и эти 3% по соотношению к стопу у нас получилось 1 к 2, это 6, а даже чуть больше процентов дохода. За один сигнал. Понимаете, это какой финансовый, какой эмоциональный задел, хотя это далеко не самое большое движение, которое было на этой неделе. Далеко не самое большое движение. Но бывает движение, когда рынок падает, и можешь еще дальше прибавить. Но я не рекомендую больше 3 раз наращивать. То есть ты начал, например, с 1%, еще плюс 1%, еще плюс 1%, итого 3. И в среднем у тебя соотношение 1 к 2, соответственно 6%. Да? Есть трейдеры более агрессивные, они, например, заходят одним, потом плюсуют 2%, когда вероятность сумасшедшая, то есть подтверждается их сигнал, например, вот здесь плюс 2%. Таким образом, трейдер будет рисковать вот этими 2 позициями. Угу. То есть риск при входе вот здесь нулевой. Почему? Потому что если подвинуть сюда стопы от вот этих продаж, и на эти, скажем, на эту прибыль, которая уже есть, зайти еще, например, теми же 2, то есть здесь у нас 1 и здесь 1. Таким образом, риск открытой текущей позиции 0. Ну, понятно, что если рынок чуть выше идет, да, ты вылетел, все. Но если пойдет еще, это плюс еще 2%, и того, это может быть не 6, а 10%. За один не такой большой трейд. Но все начинается не с объема, а с фокуса. Фокус
фокусировки можно достичь с помощью снижения активности, отказа от постоянных вот этих пипсований, зашел, вышел, и тогда я гарантирую, что ваш результат будет на большом уровне. В общем, хотите торговать с нами по этим сигналам, по системе Cluster Trader, либо опережающий трейдер, добро пожаловать, все ссылки под этим видео. До связи, пока.